Игра окончена. Да ну нахуй эту игру. Всем привет, друзья! Спасибо, что присоединились. В прошлом покрасочном видео у нас была довольно-таки мрачная тематика. Спецэффекты от Gymscale, кровище, вот эти все дела. Если пропустили, обязательно посмотрите и оставьте свое мнение. На этой неделе я решил покрасить что-то более позитивное. Например, пришли вы с учебы или с работы и хочется за 2-3 часа что-нибудь по-быстрому покрасить, получить порцию удовольствия и лечь спать. Или смотреть какой-нибудь свой любимый сериальчик. Выбор пал на Дредноута, но не простого. Он такой мультяшный, авторская миниатюра от Вульфхрама. Его я и решил по-быстрому покрасить в стилистике ретро-вейв. Что ж, друзья, а как это было, мы сейчас посмотрим. Но перед тем, как мы начнем, я бы хотел поблагодарить наших спонсоров. Если вы хотите присоединиться к ним, все ссылочки в описании. Их имена сейчас на экране. Ваша может быть тоже там. Если вам нравятся наши ролики, присоединяйтесь. Там же в описании ссылка на ВК-группу, на телегу. В общем, вся эта блогерская чепуха. Погнали! И первым делом я наношу базовый цвет будущего мультяшного металла без металла, если так можно выразиться. Он будет синего тона, так что с него я и начал. Наношу равномерно аэрографом, но уже на этом этапе стараюсь глубокие тени сильно не закрашивать. Следующим шагом наношу чистый синий. Это будет первый этап высветлений. На плоских поверхностях стараюсь задать градиент от цвета к темноте, а на цилиндрических формах место будущего блика. Беру более светлый тон синего. Можно было бы намешать предыдущий цвет с белой краской, но у меня под рукой был уже готовый, подходящий мне тон 05242. Наношу аккуратными пятнами, покрывая меньшую площадь, чем предыдущие высветления. Уже на этом этапе, если все сделать правильно, миниатюра станет выглядеть намного объемнее. Дальше занятие для успокоения нервной системы. Хайлайты кисточкой. Не спеша, гранью кисти или самым кончиком я ввожу все контуры миниатюры и места, где, на мой взгляд, располагаются самые яркие блики. Заодно местами добавляю цветовых пятен штриховкой. В этом ролике и на этой миниатюре я не буду заниматься сглаживанием переходов. Модель хочется покрасить, отдыхая за пару свободных часов. Но если вы хотите сгладить переходы, то имейте в виду, что на канале Gymscale уже есть подробные видео о плавных переходах, очень полезным для новичков. А я тем временем уже продолжил высветление более светлым тоном. Думаю, мне хватит 2-3 шагов для желаемого результата. Необходимый тон я буду получать, подмешивая все больше и больше белой краски. Но главное помните, не стоит с ней борщить и уж тем более высветлять чистым белым. Старайтесь сохранить хотя бы легкий тон исходного цвета. Например, я на финальных хайлайтах использую смесь белого и синего в пропорции 4 к 1. И наношу ее прям очень точечно. С синеватой броней и я закончил. Мне останется только в будущем дать бликов от светящейся подставки. Но это на самый финальный этап отложу. А пока займусь мелочевкой. Аквила на груди дреда, черепочки на ножках и, например, кольцо ствола минигана. Все эти детали будут золотыми. Принцип простой и схож с синей сталью. Для основного цвета я выбрал коричневый 052840. Он имеет приятный желтоватый оттенок. Далее добавляю в смесь цвет карий и наношу первые высветления. Потом чистым карри и дальше буду вмешивать в смесь чистый желтый, такого яичного оттенка. Вообще этот рецепт классический. Мы идем от горчичного цвета в ярко-желтый и почти белый на бликах света. Вы можете использовать краски любого производителя. У всех есть похожие и даже повторяющиеся цвета. Если вам нравится золото более красноватого оттенка, выбирайте подложкой красновато-коричневый цвет и не выводите цвет в излишне желтый. Я же, так как пинка забавная и по задумке очень яркая, выбрал именно тепло-желтый цвет золота. Главное помните, блики и высветления должны быть на нужных местах, а не абы как. Посмотрите референсы по металлу без металла. Как художники рисуют золото, например, в 2D картинах, и попробуйте перенести на свою объемную фигурку. Опять же, мы сегодня красим, по сути, игровуху, как принято это называть в сообществе. Но вас никто не сможет остановить, если вы захотите добиться натурального эффекта золота. Золотишко вслед за железом готово. Докрашиваем мелочи. Лампочки и, самое интересное, экран, он же лицо нашего дреда.
Я решил, что прикольно и лампочки, и мордочку сделать красными, а сам экран цветом морской волны. Мне почему-то кажется, что это похоже на старый монитор аркадного автомата. За кадром параллельно тушке я также красил наплечники могучего аркадного дредноута. Все приклеил на место, и время установить и экран, оно же лицо дреда, по-моему, село как влитое. Время переходить к подставке. Она будет имитировать перспективу линиями, как в старых аркадных играх. Или, например, как сейчас модно рисовать на разных ретро-вейв артах. Для этого я сначала расчерчу линейкой места, где будут наши яркие линии. Друзья, небольшая пауза. К сожалению, я опростоволосился. Подставку я разлиновал, положил, пошел попить кофеечку, передохнуть, вернулся и продолжил красить. А что не сделал? Правильно, я не включил камеру. Поэтому, к сожалению, я об этом узнал уже сильно позже, когда сейчас монтирую видео. Но не переживайте, я расскажу так, что я сделал. Мы разлиновали наши будущие линии такой ретро-вейвной подставки. Затем я прошелся белой краской по этим линиям. Можно, если вы на глаз можете это сделать, либо через маскировочную ленту можете сделать так. Затем я растушевал белой краской и сверху покрыл флуо фиолетовым цветом от Geamscale. Получилось то, что вы, собственно, будете дальше наблюдать. Еще раз извините за то, что накосячил. Постараюсь больше так не делать. И внимательнее следить за оборудованием. Продолжаем. Завершив роспись подставки, возвращаясь к тушке дреда. Как я и говорил, мы еще вернемся к ней, когда будем делать отблески от базы. Вообще, я всем всегда рекомендую связывать визуально базу и миниатюру. Стоит, например, у вас боец в грязи, значит и сам должен быть грязным, а не как на параде. Стоит дредноут на светящейся поверхности, значит и на нем должны быть отблески. Технология простая в моем случае. Сначала белая подложка надувается аэрографом снизу вверх по движению света. Затем я задаю цвет маджентовой краской и финально прохожусь кисточкой с ярко-розовой краской по самым выступающим граням модели. Остается только приклеить аркадного дредноута к нашей базе. Ну вот, минька и готова. Свою порцию удовольствия, как я говорил в начале, я получил. На покрас ушло где-то 2-2,5, наверное, все-таки 2,5 часа чистого времени росписи. Довольно-таки простой покрас, но самая главная задача-то выполнена. Минька покрашена, удовольствие получено. А вам спасибо, друзья, за просмотр. Присоединяйтесь к нашим соцсетям, подписывайтесь, что-нибудь пишите, что-нибудь ставьте. В общем, все это блогерское. И до новых встреч. Пока-пока.